Перед началом видео, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал и ВКонтакте, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. В 334 году до нашей эры Александр, 21-летний царь Македонии, возглавил коалицию греческих войск против величайшей державы эпохи Персидской империи. Он возглавлял армию опытных ветеранов. В ее основе были бойцы македонской фаланги, вооруженные 5-метровой пикой Сарисой, и его конная гвардия Гетайры. Вместе в битве при Гранике они одержали первую решительную победу над персидской армией. Теперь, когда Александр подошел к Сардам, столице персидской провинции Лидия, ее командующий сдался без боя. Но прежде чем Александр смог продвинуться дальше, ему необходимо было нейтрализовать военно-морскую мощь Персии. Персия обладала мощным флотом с крупными военно-морскими базами в восточной части Средиземного моря, которые могли потенциально перерезать его пути сообщения с Грецией. Вместо того, чтобы противостоять персам на море, Александр решил атаковать их ближайшие базы – греческие прибрежные города Милет и Галикарнас. Оба города оказали упорное сопротивление, но к зиме были взяты. Следующей весной 333 года до нашей эры Александр продолжил свое продвижение в Ликию и Фригию. В Гордионе ему показали легендарный Гордиев узел. Пророчество гласило, что тот, кто сможет распутать его, будет править всей Азией. Александр просто взял свой меч и разрубил его пополам. Тем временем Мемнон Родосский, опытный греческий полководец на персидской службе, повел персидские военные корабли в Эгейское море и захватил острова Хиос и Лесбос. Но после внезапной смерти Мемнона от болезни наступление было прекращено. Всем привет! Это канал «Эпичная история». Как вы знаете, YouTube отключил монетизацию в России. Это означает, что наши доходы сильно сократились. До этого мы полагались только на доходы с монетизации. Однако производство видео – дорогостоящий процесс. Сейчас вы можете поддержать нас несколькими способами. Оформить подписку на Boosty, сделать донат через сбор Тинькофф или Donation Alerts, или отправить деньги через криптовалюту. У нас еще есть проекты, которые хочется реализовать. Спасибо за то, что вы с нами. Прошло 18 месяцев с тех пор, как армия Александра пересекла Геллеспонд и вторглась в Персидскую империю. Теперь Александр вел своих людей в Киликию и вскоре собирался перейти через Нурский хребет в Сирию. Но тут, позади греческой армии, на севере, появилась главная персидская армия под командованием самого царя Дария III. Дарий был полон решимости заманить в ловушку и уничтожить армию Александра, которую он превосходил почти 2-1. Поэтому он перекрыл единственный путь отступления Александра, переместив свою армию на прибрежную равнину возле Исса, шириной всего 9 километров между горами и морем. Узкое поле боя заставило бы Александра сражаться. Но оно также не позволило Дарию использовать свое огромное численное преимущество. Его армия, по некоторым оценкам, насчитывала до 100 тысяч человек. В ней были лучшие воины его огромной империи, включая 10 тысяч его отборной личной гвардии, известной как «Бессмертные». Его лучшая конница была сосредоточена на правом крыле, ближе к морю, поскольку там земля была лучше для лошадей. В центре располагалась пехота, греческие наемники-гоплиты. Персидская пехота формировала его левое крыло.
Александр развернул свою собственную армию для сражения, снова доверив левое крыло, ближайшее к морю, Пармениону с греческой кавалерией и пехотой. В центре, как всегда, находилась македонская фаланга. Александр расположился со своими лучшими войсками на правом крыле в направлении горных склонов. Его элитные агрианские копьеметатели, лучники, а за ними гиппосписты и гетайры. Когда Александр увидел численность персидской кавалерии, противостоявшей Пармениону слева, он перебросил свою фессалийскую кавалерию на подкрепление. Несмотря на подавляющую численность, Дарий занимал позицию за небольшой рекой Пинар и ждал нападения Александра. Ждать пришлось недолго. Александр обратился к своим людям, побуждая их сражаться храбро, называя некоторых по именам. Затем, во главе правого крыла своей армии, он пошел в атаку. И снова скорость и сила македонского наступления заставила врага отступать. Но в центре поля боя македонская фаланга попала в беду. Стараясь не отстать от Александра, ее строй нарушился. Теперь, в ожесточенной схватке с греческими наемниками Дария, фаланга медленно отступала назад. Александр, видя опасность, перегруппировался и повел гетайров в атаку прямо на персидский центр. Греческие наемники, которым угрожали с фланга, вскоре были отброшены, и македонская фаланга смогла возобновить наступление. Александр с боем пробивался к великому царю Дарию. Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с этим явно безумным и бесстрашным македонским царем, Дарий бежал с поля боя на своей царской колеснице. Тем временем македонское левое крыло под командованием Пармениона вело отчаянную борьбу с лучшей персидской кавалерией. Если бы персам удалось прорваться здесь, они могли бы окружить армию Александра и вырвать победу из пасти поражения. Но Парменион и его войска упорно сражались и продолжали сдерживать персов. Когда весть о том, что Дарий бежал, распространилась среди его войск, они отказались от боя и попытались спастись. Битва превратилась в резню. Птолемей, один из македонских командиров, рассказывал Александру, что погибших персов было так много, что его люди использовали их для засыпки глубокого оврага, чтобы перебраться через него. Битва при Иссе была ошеломляющей победой Александра. Среди победных трофеев были жена, мать и 3 детей Дария, взятые живыми и получившие достойное обращение от Александра. Когда персидская армия отступила, Александр перешел к покорению западных территорий Персидской империи. В следующем, 332 году до нашей эры, прибрежные города Финикии подчинились Александру, положив конец персидской морской мощи в Средиземноморье. Но островной город Тир оказал сопротивление. Защитники Тира сражались храбро и умело. Даже когда Александр начал возводить насыпь на остров, защищенную 2 гигантскими осадными башнями, они контратаковали своими кораблями.
Но через 7 месяцев стены города были прорваны, и Тир пал. Большинство его жителей были убиты или обращены в рабство. Газа тоже была взята в осаду. Александр продолжил путь в Пелусий, в дельте Нила, где персидский наместник Египта сдал Александру всю провинцию вместе с царской казной. В Мемфисе жрецы этой древней земли приветствовали Александра как освободителя от персидского владычества и короновали его фараоном. В устье Нила он основал новый город Александрию. Затем отправился к оракулу в пустыню Сива, где, по некоторым данным, жрецы приветствовали его как сына Амона, царя богов. Александр вернулся на восток, в Тир, где в 331 году до нашей эры получил известие о неприятностях на родине. Несмотря на его великие победы над персами, многие греки считали Александра тираном. Царь Спарты Агис при поддержке персов начал восстание против Македонии. Антипатр, полководец Александра в Греции, уже имел дело с восстанием во Фракии. Он быстро двинулся на юг и встретился с Агисом в битве у города Мегалополя. Даже легендарные спартанцы теперь не могли сравниться с македонской военной мощью. Спартанская армия была разбита. Среди павших был и сам царь Агис. Вновь обезопасив свой тыл, Грецию, Александр отправился в сердце Персии, стремясь к последней схватке с Дарием. Он получил письмо от персидского царя, который предлагал ему целое состояние в золоте, дочь в жены и половину своей империи в обмен на мир. Но ошеломляющие победы Александра, все оракулы и восклицания убедили его в том, что его судьба – править миром. Он отверг предложение персидского царя. Ему не нужна была половина империи, он шел, чтобы взять ее всю. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ният М. и Сарвар Красильщик.